Всем привет, друзья! В прошлом видео я показывал, как живут мои скорпионы, и многие написали в комментариях, что им очень тесно в этих маленьких контейнерах. Да, друзья, вы правы, я тоже думал об этом и решил переселить моих скорпионов в новый террариум. Я купил вот такой большой аквариум и решил оборудовать из него просторный террариум для скорпионов. Нужно сделать сложный ландшафт и множество разных укрытий, чтобы скорпионы могли там прятаться и между ними не было конфликтов. Это довольно сложная задача, но я постараюсь с ней справиться. И первое, что мне понадобится, это много субстрата. Я купил вот такой спрессованный кокосовый субстрат в таблетках. Чтобы подготовить этот субстрат, нужно положить его в контейнер и залить водой. Эти таблетки очень быстро впитывают воду и увеличиваются в размерах. Нужно доливать воду до тех пор, пока она не перестанет впитываться. Посмотрите, как увеличился объем субстрата после того, как он впитал воду. Теперь субстрат нужно размять руками, чтобы его было удобнее засыпать в террариум. Но перед засыпкой кокоса нужно установить поилку. А сейчас мне понадобится большая пластиковая бутылка, от которой я отрежу полоску. Теперь при помощи клея-пистолета я приклею концы этой полоски к стенкам аквариума. Получилось вот такое заграждение. Теперь я засыплю сюда мелкие камни. Камни нужно разровнять и вытащить те, которые упали в емкость для воды. Досыплю еще немного камней в щели между стеклом и поилкой. Получилось вот такое симпатичное место для водопоя с каменистым берегом, как будто маленькое озеро. Потом я взял пластиковую крышку от контейнера, чтобы сделать из нее один из элементов ландшафта. Сначала нужно начертить контуры маркером, а потом вырезать пластик по этим контурам. Вырезать пластик я буду при помощи горячего паяльника, чтобы края пластика были гладкими и не травмировали скорпионов. И вот что у меня получилось в результате. Потом я вырезал из пластика вот такой треугольник и при помощи клея-пистолета приклеил его к первой части. Немного терпения, и вы поймете, для чего я это все делаю. Вот такая конструкция у меня получилась. А теперь мне понадобятся вот такие камни, чтобы сделать эту конструкцию более природной и естественной. Я взял клей-пистолет и начал приклеивать камни к этой пластиковой конструкции. Получалось довольно красиво. Но потом оказалось, что этот клей плохо приклеивает камни. Они совсем не держатся и отваливаются. Но я вышел из ситуации, купил другой клей, и дела пошли лучше. А сейчас я засыплю на дно аквариума кокосовый субстрат, таким образом, чтобы его уровень не превышал уровень камней вокруг поилки. А теперь пришла очередь установить конструкцию из пластика и камней, которую я делал. Теперь я возьму вот такие палочки, чтобы закрепить эту конструкцию. И вот что у меня получилось. Нужно немного подождать, когда клей затвердеет, чтобы приступить к следующему этапу.
Как вы, наверное, догадались, эта конструкция выполняет роль бортика или уступа. Сейчас я засыплю сюда субстрат, и в террариуме появится терраса. Таким образом, пространство террариума увеличится, и скорпионам будет больше места, где передвигаться и жить. Оказалось, что у меня очень быстро закончился субстрат, и мне пришлось взять немного субстрата из старого террариума, где сейчас живет большой скорпион. Он не такой влажный, и поэтому цвет немного отличается. А еще вы могли заметить, что в этом субстрате двигаются какие-то белые точки. Немного позже я расскажу, что это за существа, и покажу их поближе. А вот тут вы можете видеть небольшие углубления, и вы, наверное, уже догадались, для чего они нужны. А еще я решил добавить в террариум живые растения. Это неприхотливый суккулент, который будет украшать наш террариум. Посмотрите, как красиво получилось! Немного живой зелени очень украсило террариум. Я решил, что можно добавить еще один кустик в другом углу террариума. А посередине между этими растениями я положил вот такую корягу. Потом я пошел в лес, нашел упавшее дерево и оторвал от него вот такой кусок коры. При помощи пилы я отрезал несколько кусков коры нужного размера. И потом я положил эти куски коры вот сюда. Эта кора будет выполнять две функции, о которых я расскажу немного позже. А вот эти белые точки, которые вы могли заметить на субстрате, это тропические мокрицы, и они выполняют очень важную функцию в террариуме. Они поедают остатки пищи, которые не съели скорпионы, и таким образом поддерживают чистоту в этой экосистеме. И вообще они очень милые и безобидные существа. Ну а теперь осталось только налить воды в поилку, и можно сказать, что террариум готов к заселению. А теперь давайте я расскажу, что и как здесь устроено. Тут, как вы поняли, находится место для питья воды. Вокруг я насыпал камней для того, чтобы скорпионы, когда подходят, не приносили со своими лапками кокосовый субстрат. Прошлый опыт показал то, что они очень загрязняют воду кокосом, и потом вода портится, и ее невозможно пить. Да и вообще визуально получилось красиво. Далее, друзья, смотрите, у меня два уровня. Это первый уровень, дальше идет уступ и вот такая вот терраса. Снизу вы можете видеть вот такие вот небольшие арки. Там я выкопал немножечко субстрата, и скорпионы смогут туда залезать и выкапывать себе ходы. Там довольно много субстрата, и можно рыть разные ходы, глубокие пещеры для проживания. Здесь вот такой вот подъемчик под углом, по которому скорпионы смогут подниматься на второй уровень. Здесь лежит кора для того, чтобы удобнее было подниматься, а также под корой можно прятаться. То есть это те две функции, о которых я говорил. Далее у нас лежит коряга. Под корягой также есть места, где можно спрятаться. Ну и два растения для красоты. Они, в принципе, никак не нужны скорпионам, хотя за ними тоже можно прятаться. Но визуально это выглядит очень красиво. Ну что, друзья, как вам нравится мой террариум? Напишите в комментариях, что бы вы еще добавили или, может быть, убрали. Мне очень интересно ваше мнение. Ну а я сейчас буду запускать сюда скорпионов. И вот, друзья, торжественный момент. Я выпускаю скорпионов в новый террариум. Первая партия и вторая. Скорпионы оказались в новом незнакомом месте, и поэтому замерли как вкопанные и не шевелились. Кто знает, может быть, они внимательно осматривают окрестности своими глазами перед тем, как решить, куда им двигаться. И вот, наконец, самый смелый скорпион увидел убежище и решил туда спрятаться. Остальные скорпионы продолжали стоять, как статуи.
Чтобы вы понимали, друзья, прошло, наверное, минут 10, но они вот так вот стоят и не шевелятся, просто как какие-то статуи, изваяния, я не знаю, замерли как мертвые. Ну ладно, друзья, я, наверное, выключу свет, потому что это все-таки ночные существа, они, может быть, боятся, новое место, да еще и яркий свет, и пускай здесь обживаются. 24 hours later. Итак, друзья, прошли сутки, я пришел на следующий день, и посмотрите, все скорпионы разбрелись по террариуму. Я вижу, вон там сидит один, и больше я не вижу ни одного скорпиона. Но у меня, кстати, есть фонарик ультрафиолетовый, который подсвечивает скорпионов. Смотрите, его сразу становится лучше видно, он светится зеленым. Давайте же при помощи фонарика попробуем найти еще скорпионов. Вон там за цветком сидит еще два, они облюбовали это место, вырыли там норку. Еще один скорпион сидит вон там под корягой, я заметил его хвост. А теперь давайте посмотрим в эти норки, кого-то мы там увидим или нет. Опа, я подсветил и сразу вижу одного скорпиона. Давайте посмотрим в эту норку, здесь никого не вижу. Здесь тоже, по-моему, есть вон клешни, он шевелится, я вижу его, смотрите. И здесь не вижу, но возможно просто они очень глубоко. Кстати, здесь видно, что они вырыли землю, значит, они расширили эти норы, сделали, возможно, их глубокими и с разными ходами, и им есть где теперь прятаться. В общем, друзья, мне кажется, этот террариум получился просто супер классный, а вы как считаете, напишите в комментариях. Я надеюсь, вам понравится, потому что я очень старался, чтобы сделать красивый и удобный террариум для моих скорпионов. Ну а на этом я заканчиваю видео. В следующих видео я обязательно покажу, как они здесь живут. Ну а на сегодня все. Всем пока!